Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся вязать красивый, интересный, необычный шнур, который может послужить основой для создания украшения на шею. Также этот шнур можно использовать просто для декора, можно использовать как поясок. И один сегментик этого шнура можно использовать для создания сережек. Для работы нам потребуется хлопчатобумажная пряжа, крючки двух видов. Один у нас будет крючочек для работы, другой для того, чтобы удобно было провязывать бусинки. И бусинки двух размеров. Начинаем выполнение нашего шнура с красивого объемного завитка. Для этого мы вяжем одну воздушную петелечку. Выполнили. Далее выполняем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Выполнили. 2 накида на крючок. Вводим крючок в самую первую воздушную петелечку и провязываем столбик с 2 накидами незавершенный. Выполнили. Далее накид на крючок и придерживаем аккуратненько и одеваем на наш крючок большую бусинку. И опять вводим крючок в ту же самую воздушную петелечку. И провязываем столбик с одним накидом уже с бусинкой. Протягиваем и провязываем столбик с накидом. Опять же, он у нас с вами будет недовязанный или незавершенный. Опять 2 накида на крючок. Вводим крючок в ту же петелечку. Она у нас с вами вытянулась, но мы затем ее обязательно подтянем. И теперь провязываем столбик с 2 накидами незавершенный. И нам с вами остается в эту же петелечку провязать столбик с 3 накидами незавершенный. Не спешите, аккуратненько, вот уже петля у нас это вытянулась. И мы вяжем столбик с 3 накидами завершенный. Нашу петелечку можно хорошо подтянуть. Далее мы с вами провязываем все наши петелечки на крючке вместе. Таким образом. И в центре у нас такая с вами красивая бусинка. Далее вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Далее вяжем 1 воздушную петелечку еще. И очень внимательно выполняем 6 столбиков без накида. При этом первый столбик мы провязываем во вторую петлю от крючка. Вот таким образом. Далее провязываем еще 5 столбиков без накида, но при этом будем захватывать наши воздушные петелечки снизу и считаем. Второй столбик, 3, 4, 5,
и 6. Таким образом, все наши столбики мы равномерно распределили по цепочке. И далее продолжаем выполнять столбики без накида, но теперь вводим крючок уже под наш столбик. Прежде чем продолжить работу, я покажу направление вязания. Мы продолжаем выполнять столбики без накида с этой стороны. Далее здесь переходим на этот столбик и на этот. И далее точно так же возвращаемся по спирали. И выполняем столбики без накида. 8 столбиков без накида. Берем поудобнее и провязываем. Аккуратненько, плотненько. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И переходим на другую сторону. Опять 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И далее будем по спирали выполнять 6 столбиков без накида. Под этот столбик вводим крючок и провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И переходим на противоположную сторону. Опять 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И прежде чем продолжить работу, мы остановимся и посмотрим, что у нас получилось. Вот такая основа для нашего завиточка получилась. И теперь мы будем вязать в противоположном направлении. И продолжаем работу. Выполняем одну воздушную и начинаем вязать с вершинки самого первого столбика. Выполняем 6 столбиков без накида. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее опять 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выполнили. Давайте остановимся, посмотрим. Вот у нас серединочка с вами готова. Потом все с вами поправим. Вот так красиво у нас получилось. И продолжаем работу. Далее выполняем 1 полустолбик в вершинку следующего столбика
и 1 столбик с одним накидом в эту же вершинку. Далее 1 столбик с одним накидом. Далее 2 столбика с одним накидом. Раз, два. Далее 1 столбик с одним накидом. Далее 2 столбика с одним накидом. Далее 1 столбик с одним накидом. Далее 2 столбика. Раз, два. И 1 столбик с одним накидом. Далее мы выполняем 1 столбик с одним накидом и 1 столбик с двумя накидами. Не спешите, обратите внимание, работаем мы по изнаночной стороне с вами. Далее вяжем 1 столбик с двумя накидами, два столбика с двумя накидами, раз, два. Далее 1 столбик с двумя накидами. Далее 2 столбика с двумя накидами. Раз и два. Далее 1 столбик с двумя накидами. Далее выполняем 2 столбика, опять же с двумя накидами. Раз, два. И далее 1 столбик с двумя накидами. Выполнили. И теперь переходим на наши столбики без накида, которые провязаны под воздушные петли. Мы выполняем 1 столбик с двумя накидами. Далее 1 столбик с одним накидом. Один полустолбик. И 3 столбика без накида. Раз, два и 3 вершинку последнего столбика. И нам остается выполнить еще 1 столбик без накида под нашу воздушную петелечку. Она у нас может немножечко быть затянутой. Вот таким образом вводим крючок и выполняем еще 1 столбик без накида. Работу разворачиваем, останавливаемся и смотрим, что у нас с вами получилось. Обязательно наш завиточек нужно поправить. И вот смотрим, такой красивый и в то же время очень простой завиток у нас с вами получился. Далее выполняем арочку из 5 воздушных петель. Раз, два, 3, 4, 5. Выполнили. Далее мы с вами будем ввязывать маленькую бусинку
И для этого поменяем крючок, чтобы нам проще было это сделать. Одеваем бусинку на крючок. Далее отсчитываем 7 вершинок, начиная с самой первой вершинки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В 8-ю вершинку вводим крючок, захватываем рабочую нить и протягиваем нашу рабочую петелечку через бусинку, подтягиваем и выполняем столбик без накида с бусинкой. Вот таким образом. Крючок можем поменять. Далее работу разворачиваем. И уже под арочку будем провязывать 2 столбика без накида. Выполняем. 1, 2. Далее 2 полустолбика. 1, 2. 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Далее 2 столбика с 2 накидами. 1 и 2. Все столбики провязываем под одну арочку. Далее выполняем 1 столбик с 3 накидами под эту же арочку. 1, 2, 3, 2 петелечки вместе. И 1 столбик с 4 накидами. 1, 2, 3, 4 накида на крючок и под арочку. 1, 2, 3, 4. 2 петелечки вместе. Выполнили. Далее работу разворачиваем и смотрим, что у нас получилось. Мы с вами продолжаем работу по изнаночной стороне. Выполняем арочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. И опять нам нужно вязать бусинку маленькую. Мы меняем крючок. Одеваем бусинку на крючок. И очень внимательно, я обращаю ваше внимание, мы работаем по изнаночной стороне. Нам нужно ввязать бусинку так, чтобы она была по лицевой стороне. Мы с вами вводим крючок в наш столбик без накида. Обратите внимание, с изнаночной стороны. Вот таким образом. Захватываем нашу рабочую нить. Немножечко расслоилась. Повторим. Захватываем нашу ниточку рабочую. Протягиваем через нашу бусинку и провязываем столбик без накида. Немножечко подтягиваем. Вот наша бусинка ввязана, при этом мы выполнили столбик без накида. И обратите внимание, бусинка у нас с вами на лицевой стороне. Мы меняем крючок и продолжаем нашу работу. При этом работу разворачиваем. И под арочку, как и под предыдущую, мы выполняем 2 столбика без накида. 1, 2. Далее 2 полустолбика. 1, 2.
2 столбика с одним накидом. Раз, два. 2 столбика с двумя накидами. Раз, два. И далее выполняем 1 столбик с 3 накидами под эту же арочку. Раз, два, три. И 1 столбик с 4 накидами. Раз, два, три, 4. И под эту же арочку. Раз, два, три, 4. Выполнили. Далее мы выполняем с вами опять арочку из 5 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5. И меняем крючок. Одеваем на крючок маленькую бусинку. Теперь опять же провязываем столбик без накида с бусинкой. Столбик без накида мы провязываем вершинку нашего столбика с 4 накидами. Аккуратненько, не спеша выполняем столбик без накида с бусинкой и крючок меняем. Далее работу разворачиваем. И опять же под арочку, как и ранее, выполняем 2 столбика без накида, 2 полустолбика, раз, два, 2 столбика с одним накидом, раз, два, 2 столбика с двумя накидами, раз, два. Далее 1 столбик с 3 накидами под эту же арочку, раз, два, 3. И 1 столбик с 4 накидами. Раз, два, 3, 4 и 2 петелечки вместе. Выполнили. Наш с вами первый сегментик готов. И прежде чем показать, как приступить к выполнению следующего сегмента, мы посмотрим, что у нас с вами получилось. Вот такой красивый завиточек. Далее наши арочки с бусинками. Так наш сегмент смотрится по лицевой стороне. Так он смотрится по изнаночке. И один сегментик нашего шнура, как я и говорила ранее, можно использовать для создания подвесочки, кулона или сережечек. И давайте начнем выполнение следующего сегмента. Я покажу, как выполнить основу для завитка. Выполняем опять 4 воздушные. Раз, два, 3, 4. Далее столбик с 2 накидами. Вводим крючок в вершинку столбика с 4 накидами. И выполняем столбик с 2 накидами незавершенный. Далее накид на крючок. Одеваем на крючок бусинку. Вводим крючок в вершинку столбика с 4 накидами. И провязываем столбик с 1 накидом с бусинкой незавершенной.
Далее опять столбик с 2 накидами не завершенный в эту же вершинку. Не спешите, аккуратненько, внимательно. Столбик с 2 накидами готов. И нам осталось выполнить столбик с 3 накидами незавершенный в эту же вершинку. Раз, два, три. Выполнили. И далее все петелечки на крючке провязываем вместе. Далее, как и ранее, выполняем 5 воздушных. Раз, два, три, 4, 5. Далее еще 1 воздушная, столбик без накида во вторую петелечку от крючка. И продолжаем выполнение нашего завитка точно так же, как и мы выполняли наш самый первый завиточек. Так продолжаем выполнять наш шнур до необходимой нам длины. Сегодня мы с вами научились вязать красивый, интересный шнур, который вы можете использовать как основу для выполнения украшений на шею, для браслета или просто для того, чтобы украсить, допустим, вырез горловины. Если вы хотите сделать украшение, можете шнур располагать таким образом, можете его развернуть. Ваш шнур будет и так смотреться интересно и необычно. Также из такого шнурочка можно сделать, как я уже говорила, сережки, поясочек, браслет или просто лямочку, допустим, для красивой интересной кофточки. Творческих вам успехов!